Приветствую вас, друзья! На ваших экранах новости 17 альфа игры Seven Days to Die на канале Survagor. Меня зовут Руслан, и в этом выпуске вы узнаете немного о тонкой настройке игры под свои требования, о домашних животных и животноводстве, о последствиях гибели персонажа, о новой системе прокачки персонажа, о новом меню редактора мира, о новых записях в дневнике разработки 17 альфы и немного других новостей. Видео выходит нерегулярно, а потому рекомендую подписаться и жмакнуть колокольчик. Пригодится. Несмотря на то, что Джоэл не выпускает свои видео уже вторую неделю, на официальном форуме все-таки появляются некоторые слухи и новости, с которыми я вас сегодня и познакомлю. Поехали! Тонкая настройка игры. Первая тема – это вопрос о том, какие возможности тонкой настройки игры, возможно, будут нам доступны. Обращаю опять же ваше внимание на то, что это возможно, но не точно. И касается это не 17 альфы, а скорее уже предрелизной или релизной версии игры. Вопрос заключается в том, какие методы настройки игры под свои требования, кроме правки XML, будут нам доступны в будущем. Роланд при ответе на этот вопрос сослался на Джоэла, который с его слов заявил, будто для тонкой настройки игры под свои нужды разработчиками будет придумано еще несколько способов, кроме того, что уже есть. А у нас сейчас есть только XML и настройки мира в меню игры. Что именно это будут за дополнительные способы, как обычно, пока неизвестно. Да и я себе сложно представляю, что тут еще можно придумать, кроме как вытащить какие-то дополнительные настройки в основное меню или добавить какие-то параметры в XML. Это пока что все, что известно по этой теме. Двигаемся дальше. Домашние животные и животноводство. В прямом смысле слова домашних животных в игре Seven Days to Die все-таки не будет. То есть мы не сможем построить в игре нечто вроде фермы и выращивать на ней оленей, свиней, кур и прочую живность, как бы нам этого не хотелось. Концепция животноводства несколько раз предлагалась разработчикам на рассмотрение и каждый раз была решительно отвергнута, как неподходящая для данного типа игры. Все, на что мы можем рассчитывать, так это на ручного волка наподобие собаки из Fallout 4 или 5-го Far Cry. Но опять же, пока появление ручного волка не будет объявлено официально, гарантий, что это появится в игре, нет никаких. Да, все мы видели концепты волка, одетого в броню и с сидельными сумками на спине. И некоторая работа в этом направлении, со слов Роланда, даже была проведена. Но все, что на данный момент у нас есть, это собственно концепты волка, желание Джоэла его сделать и надежда на то, что ручной волк все-таки появится в игре. Если ручной волк все же появится в игре, то это могло бы означать, что кроме ручного волка в игре могли бы появиться и другие ручные животные. Ну а из других животных, кто нам еще на данный момент мог бы быть полезен? Мне лично нравится вариант с ручным медведем. Он и как дополнительный инвентарь сгодится, и как боевая единица будет очень даже неплох. В идеале на нем еще и покататься хотелось бы, конечно, но такое, как мне кажется, вряд ли произойдет. Но это все предположения мои и Роланда. Давайте дождемся хотя бы ручного волка, а там посмотрим. Двигаемся дальше. Последствия гибели персонажа. Как я и предполагал, смерть персонажа в игре после выхода 17 альфы обойдется нам намного дороже, чем это есть сейчас. В данный момент в 16 альфе при заражении, отравлении и прочих дебафах многие игроки просто заставляют персонажа съесть битое стекло, что вызывает его почти мгновенную смерть. В результате после респавна персонаж теряет всего лишь 10 очков максимального уровня здоровья и стамины, что не очень критично и легко восполнимо. В 17 альфе у персонажа будет намного больше атрибутов, которые будут влиять на его характеристики. Такие параметры, как здоровье и стамина, будут полностью переработаны, и их максимальное значение будет определяться множеством атрибутов персонажа. И вот именно значения этих атрибутов будут страдать при смерти, так что восстановление прежнего их значения будет весьма затруднительно, что в свою очередь заставит нас ценить жизнь персонажа, и вместо того, чтобы убить его, дабы избавиться от какой-то болезни или другой напасти, намного выгоднее будет все-таки заниматься его лечением. Искать таблетки от инфекции, накладывать шины при переломе, варить чаечки при отравлении и прочее. Кстати, напомню, список недугов, от которых будет страдать наш персонаж, разработчики обещали пополнить уже в 17 альфе, но посмотрим, как оно будет. Интересно, как это повлияет на игру в PvP режиме, где смерть — это тот спутник, который следует за нами буквально по пятам, подстерегает нас за каждым деревом или камнем, смотрит на нас сквозь оптический прицел снайперской винтовки и только и ждет удобного случая, чтобы отправить нас на спальник, лишив по ходу дела лута и части прогресса. Для одиночной игры эти новые последствия смерти персонажа будут хорошим изменением, но не отпугнет ли это игроков на PvP серверах, вот это уже хороший вопрос.
С другой стороны, подобная система может способствовать появлению множества РП-серверов, на которых жизнь будет цениться больше, чем на PvP. Как думаете? Новая система прокачки персонажа. Теперь немного подробнее про саму новую систему прокачки персонажа и атрибуты. Атрибуты – это новый набор характеристик персонажа, среди которых будет сила, восприятие, стойкость, ловкость и интеллект. Каждая из перечисленных характеристик будет представлять нечто вроде категории или основной ветви характеристик. Все умения персонажа или скиллы, так, наверное, будет привычнее, будут ответвлениями этих 5 основных ветвей, а перки, в свою очередь, уже будут ответвлениями скиллов. Чтобы было понятнее, приведу пример. Новый атрибут стойкости заменит текущую систему самочувствия персонажа, которая в данный момент определяет максимальное значение здоровья и выносливости. На этот атрибут будут влиять множество факторов, которые будут управляться новой глобальной системой бафов и дебафов, которые в свою очередь могут быть привязаны к пище, одежде, оружию и даже событиям. Таким образом, новая система атрибутов в связке с новой системой бафов уже выйдет далеко за пределы существующей системы самочувствия и позволит разработчикам добавить штрафы за смерть, которые будут распространяться уже не только на уровень здоровья и выносливости. У персонажа после смерти может снизиться уровень скилла или даже группы скиллов в одной или нескольких группах атрибутов. Будет ли этот набор постоянным или каждый раз будет формироваться случайным образом, пока не решено. Но в целом задумку вы, надеюсь, поняли. Если нет, комментарии под видео в вашем полном распоряжении. Двигаемся дальше. Новое меню редактора мира. Роланд поделился на форуме скриншотами нового меню редактора мира. На первом скриншоте мы видим то, как будет выглядеть новое главное меню. Вы наверняка его уже видели. Кроме внешнего вида кнопок, кнопка, которая сейчас называется Connect to Server, в 17-й альфе будет переименована в Join a Game. В новом меню, как и в текущем, есть кнопка Editing Tools – инструменты редактирования. При клике по этой кнопке перед нами открывается список инструментов, и это второй скриншот, который вы сейчас видите на экране. В списке инструментов будут такие, как инструмент просмотра сгенерированной карты мира, редактор уровней и префабов, а также редактор мира. Из этого списка нам знаком только инструмент предварительного просмотра карты сгенерированного мира. Остальные два пункта меню совершенно новые. И на последнем скриншоте показано то, что мы увидим, кликнув по кнопке «Редактор мира». Это, как вы уже поняли, список уже созданных ранее миров и элементы управления, с помощью которых можно создать новый мир или запустить игру, используя мир, созданный ранее. К сожалению, не нашел на этом экране возможность редактировать выбранный мир. Но это, видимо, потому, что это пока еще не рабочий вариант, и потому такая возможность временно отсутствует. Скорее всего, мы не увидим этого в 17-й альфе, но как бы то ни было, из этих скриншотов можно сделать вывод, что как минимум после релиза нас ждет Steam Workshop и куча самодельных миров со своими сценариями, историями и постройками. Двигаемся дальше. Дневник разработки Альфа 17. На официальном форуме в ветке «Дневник разработки Альфа 17», где разработчики публикуют то, что уже точно будет в 17-й альфе, а это исправления, новинки и прочее, появилось несколько интересных записей. Первая запись была добавлена в раздел фиксов, то есть исправлений. И говорится в ней о том, что разработчики наконец-то исправили баг, когда бегающие зомби по непонятным причинам, вместо того, чтобы бежать за вами в надежде полакомиться свежими мозгами, вдруг ни с того ни с сего начинали бегать по кругу. И это могло продолжаться бесконечно, если не нарушить их идеальную круговую траекторию выстрелом из дробовика, очередью из АК или, наконец, ударом дубины. Насколько эта информация отвечает действительности, мы сможем узнать или из очередных видео Джоэла, или уже после выхода 17-й альфы. Кстати, этой тягой к наворачиванию кругов вокруг невидимых препятствий сейчас славятся не только бегающие зомби. Также за этим занятием были замечены и простые ходячие, и даже животные. Но как минимум за кроликами такое точно наблюдалось, да и за курями тоже. Вторая запись сообщает нам о том, что у оружия, кроме слотов для модификаций, также появится дополнительный слот для визуального оформления оружия. В записи дословно говорится о том, что мы сможем раскрасить оружие в различные цвета, и для этого будет выделен отдельный слот, в который можно будет поместить специальный, я бы даже сказал, косметический мод с требуемым цветом. Будет ли это однотонный цвет или можно будет накладывать на оружие различные текстуры, пока не ясно. Но мне как минимум хотелось бы раскрасить свой АК пятнистой текстуркой. Также сейчас на форуме создана специальная тема, в которой идет обсуждение того, стоит ли оставить возможность игрокам снимать моды с оружия.
Честно говоря, когда я это увидел, меня посетила только одна мысль – это какой-то бред. Потом я посмотрел обсуждение и стало ясно, что скорее всего тут идет речь о том, чтобы запретить снимать и устанавливать модификации в полевых условиях, и чтобы подобная возможность была доступна только на верстаке или у торговца, о чем и заявил Роланд в этой теме. И немного других новостей. Давайте заглянем немного в будущее. Мы знаем, что разработчики собираются к релизу доработать физику воды и наконец-то ввести в игру водный транспорт. Люди на форуме начали задавать вопросы по поводу того, есть ли шанс, что в игре появится нечто вроде больших кораблей, которые можно было бы использовать в качестве плавучей базы. Роланд долго молчал и в итоге ответил, что рассчитывать на плавучие базы в игре не стоит. В данный момент речь идет пока что только о плотах. Возможно, будут добавлены моторные лодки, но не более того. Да, разработчики говорили про возможное появление в игре небольших кораблей, но это если и произойдет, то скорее всего уже после релиза, а может и вообще не произойти, так что лучше на это не рассчитывать. Как мне кажется, большие корабли в игре, если и нужны, то только затонувшие или разбившиеся, исключительно в качестве объектов для исследования и поиска ценного лута. А для перемещения по воде вполне хватит плота и моторной лодки. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Теперь, что касается тех, кто любит выживать под землей. В связи с тем, что в 17-й альфе появится новая глобальная система бафов, многие рассчитывали на то, что выживание под землей будет штрафоваться тем или иным способом. Например, можно было бы при длительном нахождении под землей постепенно снижать выносливость или заставить персонажа постепенно там задыхаться, ну и все в таком духе. Роланд заверил, что никаких штрафов накладываться на персонажа под землей не будет, а вот некоторые сложности при выживании все-таки гарантированы. Что это будут за сложности, Роланд, как обычно, не уточнил. Я же думаю, было бы как минимум атмосферно, если бы у тех, кто длительное время проводит под землей, в дневное время на поверхности было бы размытое изображение, наподобие того, как это выглядит, когда персонаж появляется в игре, и чтобы этот эффект пропадал только со временем. Тем более, что со слов разработчика вызвать такой эффект с помощью бафов будет вполне реально. И последнее. В файлах текущей версии игры одним из игроков были найдены текстуры акулы. Одной из тех, что были показаны на скриншоте Джоэла, на котором было изображено необычное торнадо, состоящее из акул. Джоэл тогда назвал этот рисунок Sharknado, от слова акула в английском варианте. Значит ли это, что в один прекрасный момент пересекать реки и озера вплавь станет небезопасно? И появится ли в игре рыбалка? На эти вопросы у меня ответов для вас пока что нет, но надеюсь, они появятся. На этом на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске и задавайте вопросы. Постараюсь ответить. Если вам понравилось видео, ставьте свой честный лайк и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Пусть об этой игре узнает как можно больше людей. Это были новости по игре 7 Days to Die на канале Survagger. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!